Ребята, всем привет! Добро пожаловать на нашу первую онлайн-тренировочку. Всем спасибо, кто пришел, кто не прогулял, а решился сегодня потренироваться и во время этого периода карантина стать сильнее, здоровее. И когда все это закончится, чтобы мы с вами не пришли пухленькими в зал и ничего не умеющими, а чтобы мы вернулись с новыми силами. Не хуже, чем были до этого, а может быть даже лучше. Итак, начинаем все как в зале. Стали в стойку мусубидачи, пятки вместе, носочки в стороны. Сенсей рей. Атагани рей. Ос. Хорошо. И начинаем с разминочки. Круговые вращения делаем в кистях. И давайте сразу в одной стопе. Я очень надеюсь, что вы дома занимаетесь. От некоторых из вас я получаю видеоотчеты, что меня очень-очень-очень-очень сильно радует. Поменяли ногу. Вот. Ну а сегодня уже вместе позанимаемся. В локтях. Можете подключать мам, пап. И не только их. Плечи вперед. Назад. Ставите так, чтобы ничего не разбить в разные стороны. Молодцы. Ямы. Руки на пояс, наклоны головы вперед-назад. К плечам. Не спешим никуда. Влево-вправо. Полный оборот. Молодцы. Ручки перед собой, круговые вращения корпуса. И смотрим вперед. Делаем полный круг. Влево, вправо, назад. Взгляд постоянно вперед. Кулачки у подбородка. Молодцы. В другую сторону. Продолжаем следить вперед. Ямы. Ножки шире. Наклон в сторону. Ич. Тянемся за рукой. Смотрите, рука должна быть вот в дугу. Вперед не наклоняемся, назад не прогибаемся. Ли. И вот чувствуем, как у вас вот здесь все растягивается. Сан. Си. Когда встаете вдох, опускаетесь, выдох. Ямы. Руки перед собой, повороты корпуса. Ич, ни, сан, си, го, рок, ямы. Теперь вперед, локтем, МП локоть. Делаем удар немножечко, вот, в ладошечку, сверху вниз. Приготовились поочередно. Ич, ни, сан, си, го, рок, сич, тач, кё, дзю. Ямы. Руки на пояс, ноги на ширине плеч, круговые вращения таза. Голова остается при этом на месте. Молодцы. В другую сторону. Закончили. Ладошки перед собой. Можно одну. Достаем сейчас только одной ногой к ладони. Поехали. Ич, и, сам, си, го. Теперь этой же ногой за локоть к плечу. Ич, и, сам. Нога согнутая, си, го. Хантай. Поменяли ногу. Ич. Родители как раз получат нашу терминологию. За плечо. За локоть к плечу. Ми, сан, си, го. Ямы. Вот для тех, кто не был никогда на наших тренировках, может как раз поприсутствовать. Сейчас делаем перекаты. Садимся. Одна ножка согнутая, другая носочек вверх. Ич. Ручки вперед, спина ровная. Ни. Сан. Си. Го. Рук. Прокрутились к согнутой ноге, руки на пол. И делаем прокачки.
Переехали на другую ногу. Мы ставим. Одну ножку подняли. Пальчики подняли, как будто майгири собрались сделать. И делаем круговые вращения. Колено вот на месте остается. Для тех, кто участвует в нашем Маваши челлендж, как раз вот колено отсюда, вот вы его разворачиваете и работаете удары ногами. Вот колено все время здесь. Поменяли ногу. Можно руки вот в положении Марате Гидан. Ямы. В тазобедренном суставе круговые вращения. Ич, ни, сан, си. В другую сторону, Малате. Ич, ни, сан, си. Хантай, поменяли ногу. Ич, ни, сан, си. Малате. Ич, ни, сан, си. Ямы. Ножки в стороны, бедрами в стороны. Хорошо. И сейчас делаем 10 приседаний. Поехали. Ич, ни, сан, си, во, рык, сич, хач, кё, дзё. Ямы. Итак, мы немножечко разогрелись. И теперь начнем работать кихон. Сначала плавненько работаем, то есть продолжается разминка, но уже посредством специальных упражнений. То есть непосредственно то, что нам нужно на тренировке. А потом уже будем работать пожестче. Две ручки вперед, кулачки. Как складываем кулак? Вот наша рука, да? Складываем фаланги. Раз, два. И большим пальцем закрываем указательный и средний палец. Сейкен. Почему называется этот удар сейкен чокуцуки? Потому что вот эта вот часть на кулаке, где две костяшки, вот это вот они ударные при этом ударе. Поэтому, когда мы работаем на месте, он называется сейкен чокуцуки. Итак, сложили правильно, среднюю линию выбрали, пока стоим йойдачи. Еще эта стойка называется хачиджидача или шизантай. Вот, приготовились. Сейчас работаем правой рукой назад, не спеша пока. Плечи следим, не задираем. Вот так. Ой, таз. Оп, поджали. Не должно быть прогиба вот таких. В поясничке не должно быть вот таких прогибов. То есть подкрутили, спинка, копчик на одной линии. Правой рукой работаем. H, ни, сан, си, го, ру, сич, хач, кё, дзю. Прошу обратить внимание, как у нас идет рука. Идет по прямой. Вот когда мы стоим, локоть прячется как бы за кулаком, вы его прижимаете. Рука идет вот из положения хиките. Вот это вот хиките переводится возврат руки. Отсюда мы идем раз. И вкрутка в самом конце. То есть не разворачиваем руку здесь. И обратно. Раз. Перевернули. И затянули. Часто бывает, когда вы бьете, рука выходит через бок. Как это исправить? Становитесь возле стеночки. Даже если у вас не идет рука в бок, все равно вам будет это полезно сделать. Мы так, я помню, когда я только начала тренироваться, мы по 100 ударов стояли, каждой рукой делали возле стены. Итак, вот устали в хиките рука. И по прямой. Ич, ни, сан, си, го. Делаем вместе со мной. Ру, сич, хач, кё, дзю. Ямы. Вот таким образом вы исправите выходы локтя в бок. Сейчас работаем другой рукой, пока тоже не спеша. Уровень чудан. Чудан – средний уровень, ниже плеча. Ич, ни, сан, си, го, ру, сич, хач. Выдох. Кё, дзю. Продолжаем. Ич, ни,
сам, си, го, ру, сич, хай, кё, дзю. Яны. Расслабили ручки. Можно недалеко поставить водичку и во время перерывчиков делать небольшие глоточки. Много никогда не пьем. Садимся в стойку кибадачи. Кибадачи — стойка всадника. Три наши основные стойки, в которых мы работаем, это зинкуцу-дачи, кокуцу-дачи и кибадачи. У них длина одинаковая. То есть, хоть вы стоите в кибадачи, отсюда вы развернетесь в зинкуцу-дачи, отсюда развернетесь в кокуцу-дачи. Меняется лишь положение центра тяжести, то есть здесь посередине, здесь чуть-чуть вперед, здесь чуть-чуть назад. И положение стоп. Ну и, соответственно, на какую-то ногу мы больше сгибаем, какую-то меньше. Итак, кибадачи, стойка всадника. Садимся. Внешние ребра, не внутренние, а внешние, параллельно. Параллельно — это вот так, как рельсы. Для младших наших объясняю. И сели. Одну ручку вперед. Сейчас плавно делаем сейкен чокуцуки. И потом ускоряемся. Ич, ни, сан, си, го, ру, сич, хач, кё, дзё. Яны. Встали. Старайтесь все время сидеть в хороших стойках, потому что у нас тренируется все тело. То, как вы стоите, ваши стойки, это уже ваши перемещения в кумите. То есть на слабых ногах у вас будет заносить постоянно, ноги как попало перемещаться, не будет силы в ногах, не сможете хорошие перемещения, рывки делать. Руками мы, соответственно, уже 1000 раз, ребята, можно делать. Японцы с 10-ми данными, даже те сенсеи, которые по 80 лет, и они уже занимаются в карате 80 лет, они все равно продолжают делать самый первый удар — сейкен чокуцуки. Поэтому его нужно делать просто каждый день, каждый божий день, если вы хотите быть крутым каратистом. Итак, к чему я это говорю? Что когда мы сейчас стоим в стойках, не лентяйничаем. Лучше сделать 10 раз качественно, чем 20 раз как попало, потому что наше тело запоминает. Приготовились, теперь делаем со всей силы. Ой. Ич, ни, сан, си, го, рык, сич, хач, кё, дзё. Яны. Я первый раз провожу такую тренировку дома, и сейчас думаю, кто-то из соседей, кто будет проходить по этажу, не поймет вообще, что здесь происходит. Но мы занимаемся полезным делом, никому не мешаем, сейчас не полночь, поэтому нам должно быть все равно. Мы делаем свое дело, мы развиваемся. Вот, и вам рекомендую. Сейчас нам понадобится 2-3 шага, думаю, вы их сможете найти. Если в квартире, в доме мало места, работайте на 1 шаг. 1 шаг у вас точно есть. Работаем стойку зинкуцу-дачи. Передняя нога смотрит вперед. Ноги на ширине таза. Задняя ножка, вот положение стоп. Задняя ножка не в бок смотрит, как в кукуцу-дачи, а подворачивайте ее под угол 45 градусов. Пятка нигде не отрывается. Когда мы перемещаемся в стойке, мы сначала наваливаемся на переднюю ногу, то есть задняя у нас толкает, сюда идет навал, как колесом идем. Она еще стоит прямо. Эту ножку подтянули к центру. Теперь та нога, которая у нас была сзади. Вот мы не встаем. Здесь у нас 1 уровень, 1 потолок идет. Подтянули, ножки согнутые остались. Эта нога еще смотрит прямо. Вот они две теперь смотрят прямо. Так, вам чтобы было видно. Эта нога идет вперед, опорная еще стоит. И в самом конце она подворачивается под угол 45 градусов. То есть если вы ее ставите прямо, и у вас если не растянутый сзади голеностоп, то скорее всего пятка начнет отрываться.
Поэтому в последний момент мы поворачиваем ножку, не отрывая пятки. Как это сделать? Нужно просто прижаться всей стопой, и как бы пяточкой вы себя подкручиваете вперед. Что мы сейчас делаем? Перемещение. Еще раз повторяю, это делают все. Даже если вы считаете, что у вас темный пояс, и вы уже такие крутые, нет, делают все. Это база. Руки на пояс. Сейчас подтягиваем ножку. Ич. Шагаем вперед и в диагональ. Ни. Сан. Си. Го. Ру. Ура, назад теперь идем. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Ру. Когда я обратно иду, видите, я себя... Вот у меня нога была слегка развернута, да? Я себя тазом закручиваю, и у меня получается две ножки смотрят прямо. Теперь удар, который мы с вами только что сделали. Сейкен. Чокоцуки мы делаем на месте. Когда мы перемещаемся в стойке, он называется оицуки. И, соответственно, у нас есть уровни атаки. Дзёдан, чудан, гидан. Сегодня работаем чудан, средний уровень, где у нас солнечное сплетение. Приготовились. Стали в стоечку. Хидари, левую ножку вперед. Зюнку цудачи. Как мы выходим? Занижаемся с блоком гидан барай. Таз идет вперед. И отсюда мы выходим в стойку. Пожмем. И теперь делаем оицуки. Подтянули ножку. Когда мы идем, рука еще в хиките находится. То есть идем, 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 идем. Ич. Подтянули к центру. Нога пошла вперед. Ни. И смотрите, я бью в центр. Не просто в средний уровень, а еще сохраняю среднюю линию. То есть ни туда, ни туда. Вот, контроль средней линии. Подтянули ножку. Сан. Ура, назад. Ич. Ни. Сан. Си. И вот вместе с ногой у меня приходит рука. Тогда я от пола использую свою силу. Го. Ры. Ямы. Хорошо. Я много говорила и делала сильно. Уверена, что не все из вас старались на всю. Потому что иногда за некоторыми нужен контроль. Это редкость, когда человек сам себя контролирует. Очень призываю вас к этому, к самодисциплине. Поэтому сейчас отжимаемся. Напоминаю, сейчас сжимаем снова кулачки. И сейкен. На вот эти вот две костяшки становимся. Кто уже продвинутый, может, делает узким хватом. Когда вы делаете, вот, по сути, это как будто вы в хиките. Вот, ручки здесь. Работаем на трицепс. Отсюда у нас потом и хорошие удары цуки вылетают. Кто не может, отжимается на ладошках, а потом еще 10 секунд стоит просто на кулачках. Или становимся вот так на кулачки, на коленочки и отжимаемся полностью, но с колен. Поехали вместе со мной, встали в упор лежа. При этом тело ровное, не поднимаемся вверх, не прогибаемся вниз. Отжимаемся. Ич. И выдох, когда выталкиваемся. Ни. Сан. Си. Го. Ру. Сич. Хать. Кё. Дзё. Ямы. Встали. Раскрутили ручки. Хорошо. Работаем дальше. Блок АГУКа. Восходящий блок. Защищаем верхний уровень. Все, что вы слышите УК, это связано с защитой. Ой. И смотрите, мы работаем не просто ручками. Мы работаем телом. Одной руки она у нас легкая. Ее недостаточно будет, если вы будете работать с кем-то таким
массивным, да, то есть нужно будет уходить или корпусом, дистанции. Но вот если вы в близкой, да, дистанции, одной ручки просто недостаточно. Вы свое тело посылаете, то есть вы отсюда, по сути, как будто уже бьете локтем. И вот тогда получается хороший, мощный блок. В большинстве блоков мы сводим еще лопатки. Для чего мы это делаем? Тут у нас огромная группа мышц. И когда мы еще мышцами спины работаем, тогда наш блок усиливается. Сейчас сделаем плавно. Приготовились. Локоть находится ниже уровня кулака. Кулак на голову не кладем. Вот здесь расстояние в кулачок приблизительно. Я к вам буду и так поворачиваться, чтобы вы видели. А родителям прошу помогать. Вы слышите то, что я объясняю, специально так подробно говорю, чтобы вы могли дома помогать работать. И можете рядышком стоять, поправлять. Приготовились. Через... И смотрите, бедром толкаю вперед. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Рук. Сич. 5, 4, дзё. Что еще? Что-то еще важное только что хотела сказать. Вспомнила. Когда мы работаем блок, смотрите, не забывайте про хиките, как мы с вами здесь делали. Мы же не зря с этого начали. Потому что мы одно целое. Одна часть тела дополняет и усиливает другую. Поэтому вот в конечной фазе вы ручку оп, сюда. И тогда ваш блок усиливается. Теперь сели в точку кивадачи. Приготовились. Делаем агруку уже посильнее. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Рык. Сич. Хач. С выдохом. Гё. Дзё. Ямы. Расслабили крылышки. И смотрите, опять-таки у нас работают не только ноги, руки. Здесь все в тонусе. Следите за своей спинкой, за своим прессом, чтобы здесь вы не оставались каким-то желе. Итак, вспомнив за пресс, ложимся сейчас на спинку и делаем 20 коротких подъемов. Когда мы делаем короткие подъемы, мы отрываем лопатки от пола, поясничка на полу, а верхняя часть у нас постоянно качается. Ножки согнуты. И вот вы руками отсюда как бы тянетесь к коленочкам. Поехали. 20 раз. Верхний пресс очень крутая штука, потому что в процессе прокачки он у вас в тонусе, сокращается, меньше тратится на это времени, меньше усилий, когда вы просто вверх-вниз садитесь, и вы как бы уже после 20 раз чувствуете такое легкое жжение. Напоминаю, как мы с вами работаем. Делаем, когда уже не могу, то есть уже все печет. И волшебный, правильно, +1. Это правило, которое я давно вела в клубе. Когда я даю что-то без счета, вы всегда делаете +1. И по вашим видеоотчетам я видела, что некоторые все-таки помнят это и делают. Тут мне аж прям очень-очень приятно. Поэтому, когда подсчет, само собой разумеется, все делаем так, как я говорю. Если где-то надо сделать без счета, волшебный +1. Сейчас блок гидан барай. Гидан нижний, барай сметающий. То есть вы сметаете все на своем пути. Эта рука уже как бы контролирует то, что может произойти. Кулачок подкрутили вовнутрь. И отсюда вниз по руке идете. Эта рука сюда, а это вкручивается. И опять-таки сводим лопатки. Приготовились. Ич. Ди.
Сан. Стопы на месте остаются. Си. Го. Ру. Сич. Хач. Кё. Дзё. Теперь на один счет. Ич. Ни. Сан. Смотрите, я группируюсь. Локоть вот здесь у меня уже все тело защищает. Си. Го. Рык. Сич. Хач. Кё. Дзё. Ямы. Хорошо, расслабили ручки. Кому нужно, можно сделать глоточек водички. Я много говорю, поэтому я не откажусь от глотка воды. Хорошо, дальше работаем. Учи-уке. Изнутри блок. Здесь также контроль средней линии, как будто вы сделали сейкен чуку-цуки. Замах, сжатие, бамс, разжатие. Идем вдоль этой руки, забираем, подкручиваем. В конце вкрутка. Так нашему противнику при встрече с нашей рукой будет еще приятнее, ну, то есть больнее. Итак, плавненько делаем. Опять-таки следим, чтобы таз был подкручен. Эйч. Теперь та рука, которая делала блок, выпрямляется, другая идет на замах. Ни. Сан. Си. Го. Рюк. Сич. Хач. Кё. Дзю. И теперь на один счет. Приготовились. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Рюк. Сич. Эч. Кё. Дзю. Ямы. Хорошо. Ручки расслабили. Давайте немножечко ножки наши задействуем. Постоим в стазике на стульчике. Берем стеночку, шкаф, только не стеклянный и не зеркальный. Если такого нету свободного места в доме, облокачивайтесь на спину родителя. То есть пусть тоже сидит в стульчике или в кибадаче. Пятки находятся под коленями. Вот, бедрышки параллельно, руки не кладем. Ну, вернее, слегка, конечно, могут касаться, но вот так вот не отдавливаемся. А лучше ручки сейчас поставим вперед. Также мы стоим 30 секунд. Дышим животом, еще 20 секунд. Еще 10. Ями. Ставим. Так, и так у нас уже незаметно почти полчаса тренировки прошло. Хорошо. Дальше блок сото-укой. Сото снаружи. Здесь по принципу у нас, как рука одна стояла на цуке, здесь делаем замах. Как бы с размаху. Понятное дело, когда ваш уровень пояса будет темнеть, цвет вашего пояса, отсюда замахов никто делать не будет. Для чего это все делается в карате? Чтобы вы научились чувствовать свое тело, понять, как работает, как амплитудно работает, то есть разогнать свое тело. И чем выше ваш пояс, амплитуда все сокращается и сокращается. Когда мы делаем гьяку-цуки, сегодня сделаем, просто сейчас по теме скажу, мы разгоняем отсюда всю массу, работаем всем телом. Когда вы уже профессиональный боец, вы отсюда спокойно делаете гьяку-цуки. Но я не говорю про спортивный вариант, я говорю про мощную технику. То есть сначала, чтобы сделать мощно, не на очко,
а именно вот про классическое карате я говорю, то нам нужно научиться разгонять все тело, работать ногой, бедром, всем корпусом, рукой. То есть удар это не удар рукой, это удар всем телом. Вот к чему нужно прийти. И сначала мы все вот это вот учим, разгоняем, а потом уже с короткой амплитудой мы можем работать. Поэтому сейчас делаем отсюда сото ука. Напоминаю, что работают две руки. Ич. Эта рука выпрямилась, другая пошла на замах. Ни. И в конце подкруточка. И здесь подкруточка. Сан. Замах. Блок. Си. Го. Рук. Сич. Хач. Кё. Дзё. Здесь руку сильно высоко не задираем. Что на учука, что на сотука. Здесь у нас угол 90 градусов. Локоть от тела далеко не уходит. Кулак расстояние. И приблизительно кулак на уровне плеча. Давайте чуть жестче еще поделаем. Приготовились. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Рök. Сич. Хач. Кё. Дзё. Ямы. Сейчас снова поставим на стульчики, и я пока хочу с вами немножечко пообщаться. Да, здесь у меня и блокноты, и блины, и ножи, и резинки. Сенсейка целыми днями время зря не теряет. Садимся в стульчик и слушаем. Если у кого-то нету, опять-таки, возможности, становитесь в планку, слушайте. Я своим ученикам, то есть вам и родителям, рассказываю, что когда я жила в общежитии, у меня была очень, ну прям очень маленькая комната и очень было мало места. Но при этом я учила ката на черные пояса, когда я была с зеленым, с коричневым. Я хочу от вас получить обратную связь, что вы дома занимаетесь, то есть жду от вас видеоотчетов, хотя бы небольших. И тогда я буду понимать, что я не зря это делаю. И поработаем с вами ката даже дома. То есть я покажу, как я это делала, покажу, что это реально. И тот человек, который хочет, найдет возможность. Кто не хочет, будет искать отмазки. Поэтому давайте не искать отмазки, давайте трудиться. Дайте мне понять, что вы занимаетесь вместе со мной. И я продолжу с вами работу и дома. Яме? Дома еще и над катом. Так. Поехали дальше. Работаем немножко ножками. Майгири. Становимся в стойку хейсуку дачи. Стопы вместе, полностью прям вместе склеены. Пальчики смотрят вперед. Сейчас ручки держим марате гидан. На один счет поднимаем только колено выше пояса, как мы на разминке делали. Пятка должна быть при этом вот максимально близко к бедру. Не вот здесь. То есть пружинку мы сжимаем, потому что из этого положения можно сделать потом не один удар. То есть если вы подняли ногу уже вот так, отсюда будет сложно что-то другое сделать, потому что силы в этом вообще не будет. Касание, да, вы как бы можете сделать, но из этого положения вы можете сделать какие удары? Майгири. Отсюда вы можете быстро развернуться, сделать маваши. Отсюда вы также можете йока сделать. Отсюда ура маваши и так далее. То есть, когда у вас правильно собрана пружинка, соответственно, вы можете из одной техники переплыть в другую. Когда вы как сосиска, как непонятно что, конечно, ничего не будет. Да, касание может быть, но это же все-таки не совсем карате, да? Спортивное карате
Да, там нужно касание, но опять-таки, если вы просто вот какой-то вот такой рукой коснулись, не удивляйтесь потом родители на соревнованиях, вы спортсмены. Почему вам не дали балл? Вы же дотронулись. Нет. Есть куча принципов, критериев, при котором даются баллы. Не просто из-за того, что вы дотронулись. Угу. Об этом мы поговорим отдельно, давайте, по правилам соревнований. Но в принципе вы должны понимать, что должно быть киме, то есть завершение техники, окончание, начало и стойки. Вы не должны терять позицию, когда вы ударили. Вас не должно куда-то шатать после этого. То есть это должен быть удар, даже если вы делаете касание. То есть вот стеночка, да? Я сейчас делаю на касание, но я сделаю удар. То есть давайте вот два варианта. Первый я делаю, да если я так руку сломаю. А второй вариант, или стену сломаю. Я просто хочу, чтобы вы услышали касание, поэтому я немножечко сильнее сделала. Вот, сейчас было касание. И рука у меня целая, и удар есть. Ой, майгери работаем. На один счет поднимаем просто коленочку вверх, группировку делаем. И следим, чтобы пальцы не были опущены. При ударе майгери мы бьем подушечками стопы. Коши, таз посылаем и дотягиваем стопу. То есть не просто выпрямляем, и такой крючок остается. Мы должны как будто иголочкой колоть. Вот этими подушечками. Поэтому в конце, оп, дотянули, группировку обратно, колено выше пояса. И потом только постановка. Сейчас только поднимаем ножку. Приготовились. Ич. И меняем ногу. Сам. Си. Го. Рук. Сич. Хач. Кё. Дзю. Теперь поехали сам майгери. Ну, смотрите сейчас, как делаем. Я хочу увидеть хикяши, возвратный гим. Поднимаем ногу, делаем удар, ногу забираем и стоим. А на второй счет только опускаем ногу. Приготовились. Ич. Ни. Меняем ногу сам. Си. Го. Ру. Сич. Тач. Кё. Дзю. Ями. Теперь ножки на ширине плеч. Сейчас присаживаемся. И встаем, на каждый счет делаем майгери. Руки держим у подбородка. Присели. И смотрите, сейчас присаживаемся без отрыва пяток. Вот. Почему? Кто догадается? Сенсейка на корточке села. Я надеюсь, многие из вас догадались, потому что то, как мы сейчас сидим, это уже есть сжатая фаза майгери. То есть очень часто вы просто не замечаете на тренировках, сколько подготовительных упражнений я даю. Поэтому я придираюсь, чтобы мы делали так, выше колена при прыжках кричу. Потому что когда вы подпрыгиваете колени к груди, вы уже тренируете свои удары, сами того не замечая. Присели. Ич. Ни. Сам. Си. Го. Рык. Сич. Эч. Кё. Дзю. Ямы. Расслабили ножки. Так, основное по базе мы сегодня прошли. Сейчас немножко замнемся, потянемся и на следующей тренировке уже поработаем комбинации. Поехали. Ручки расслабляем, можно походить. Я сегодня много говорила. В следующий раз вот в такие моменты вы можете стоять и слушать в стойке. Поменяли. Но мне сегодня необходимо было с вами побеседовать. Во-первых, потому что я соскучилась уже. Во-вторых, чтобы объяснить детали. Потому что на одну тренировку кто-то приходит, на другую не приходит.
через верх. И вы можете что-то прослушать. Плюс родители много чего не знают, поэтому не могут дома помочь. Поменяли руку. Поэтому сегодня у нас такая тренировка аж прям для всех была. Кто хотел, то для себя вынес важную информацию. Ноги широко, наклоняемся к правой ножке. Посредине локтями тянемся. Левый. Посредине. Спинку расслабляем, когда посредине делаем. Вот вы как бы висеть должны. К правой. Посредине. Левый. Ямы. Сейчас ложимся на пол и смотрите, сейчас будет домашнее задание. Одна нога лежит прямо, другая нога уже сгруппирована на майгере. Сейчас мы как бы тянемся, уже расслабляемся. Колено тянем к плечу, пятку тянем к бедру. А дома вы еще поделаете следующее. Майгири в потолок. То есть вы отпускаете руки, бьете майгири и прихватываете снова, придерживаете. То есть сделали майгири, схватили. То есть если сейчас перевернуть камеру, то будет видно, что я уже стою, как бы собралась стоя делать майгири. А сейчас просто тянемся. Теперь ножку отводим в сторону, в бок. Туда как бы к полу придавливаем, но вот остаемся лежать. Не переворачиваемся на бок. Вернули ногу обратно. Взяли себя за стопу. Ножку вверх потянули. Выпрямили. Ямы. Поменяли. На майгире. Давайте пару раз тоже сделаем. Ич. Ни. Потянули в бок. Вернули. Сейчас к потолку не туда закидываем за голову, а к потолку тянем. Хорошо. Сели на бабочку. Крылышками взмахнули. Я люблю бабочку вот возле стены делать. Мне там удобнее крылышки придавливать. Или кладу блины по 5 килограмм. И просто сижу в таком положении. Книжечку можно почитать. Теперь одну ножку вперед, другую за себя. Здесь у нас тоже, надеюсь, так, не видно меня полностью. Надеюсь, вы мне тоже скажете, какой это удар у нас уже. То есть это те самые подводящие упражнения, о которых я говорила. Если делать их правильно, у вас тело запоминает правильно. И вы можете потом уже лучше делать удары. Соответственно, это у нас нама ваши гири, уже ножка сгруппирована. Вот она, пяточка здесь. Наклоняемся к прямой ноге. Посерединке, животом к полу тянемся. Согнутой. Выпрямились. Поменяли ногу. Здесь угол не менее 90 градусов, то есть даже больше можно раскрыться к прямой. Посередине. Согнутый. Вернули немножко обратно. Складочка.
На складочке, когда тянетесь, старайтесь не головой туда наклониться, не горб сделать из спины, а лучше не сильно низко, если не получается, но вот вы животиком с прямой спиной туда наклоняетесь. Вот. И смотрим вперед. Дамы. Итак, ребята, на этом наша сегодняшняя тренировка подошла к концу. Очень рада, что вы были сегодня со мной, были в строю, в домашнем строю. Я, между прочим, первый раз в ГИ, правильно наша форма называется ГИ. Первый раз дома так провожу тренировку. Повторяйте, когда я не присылаю видео, повторяйте. Учитесь с детства, с подросткового возраста записывать. Я когда ездила на семинары, столько деталей, у меня столько блокнотов исписанных. Вот начинайте себе копить вот такую вот, кто хочет быть сенсеем или просто хорошим каратистом для себя, для души, для других, кого-то другого научить. Начинайте вести блокнотики. Записывайте, что при блоке делаем так, так, так. Повторяйте, открывайте видео сколько нужно раз. Сегодня вы живете вот просто в кайфовое время, когда у вас есть возможность взять и пересмотреть. Ютубом не пользуется только ленивый. Не будьте лентяями, пожалуйста, изучайте. Конечно, нужно фильтровать, не скачивать, не смотреть, что попало. Для этого у вас есть я. Спрашивайте, просите, я вам буду подбирать хорошую информацию. Если вдруг такой нету, я вам сама ее буду записывать. Договорились? Давайте трудиться, давайте выходить на хороший уровень. Даже не на хороший, многие из вас и так уже на хорошем. Давайте на крутой уровень выходить. Йой. Ставим усубидача. Сенсей рей. Атагани рей. Вот. И похлопали себе за то, что вы молодцы.